Западные партнеры требуют у Украины четкий план действий в 2025 году, если война будет продолжаться. The Wall Street Journal пишут, что США и европейские страны подталкивают Киев к формулировке надежного плана «Б» на следующий год. Авторы указывают, что партнеры не отказываются помогать Украине по утвержденному плану, но общественная поддержка в некоторых ключевых для Украины странах падает, а Россия не быстро, но продвигается вперед. Некоторые европейские дипломаты говорят, что Украина должна быть более реалистичной в своих целях. Это даст возможность западным чиновникам отстаивать перед своими избирателями необходимость передачи Украине оружия и другой помощи. На эту тему мы поговорили с экспертом, значит ли это, что Киев толкают к мирным переговорам на любых условиях. Сегодня в отношениях Запада и западных партнеров и Украины не хватает элемента определенности. С одной стороны, несмотря на принятые политические решения о выделении той или иной помощи, ее реализация и доставка нашим силам обороны, она задерживается часто на недели, месяцы, и много уже озвученной помощи просто не приходит. Соответственно, это негативно сказывается на возможностях украинской стороны демонстрировать обещанные элементы и мероприятия оборонительного характера. Но, тем не менее, Киев пытается демонстрировать все-таки проактивную позицию, показывать возможности, грубо говоря, там план «Б». Очевидно, что и Курская операция – это как раз один из элементов такого плана «Б», чтобы все-таки повлиять на российскую сторону и стимулировать ее в дальнейшем выдвигать реалистичные позиции на будущих переговорах о завершении войны. Но, очевидно, Запад тоже хочет от Украины понимания, какие цели конкретно. Возможно, украинская формула мира, представленная президентом Зеленским еще в ноябре 2022 года, для многих кажется нереализуемой, хотя для нас это абсолютно есть понимание восстановления мирового порядка и работы международного права во главе с уставом ООН, во главе с в общем Организации Объединенных Наций. Но, очевидно, мы живем сейчас в мире, как за Бжезинским, realpolitik. И поэтому Украина до ноября месяца на основании своей формулы мира представит как раз план достижения необходимого мира. Параллельно с этим, конечно же, ранее, уже в сентябре месяце, президенту Байдену будет представлен план победы, где без лишних слов, без пустой риторики будут указаны направления, что необходимо сегодня для эффективного отпора российскому агрессору и, в конце концов, окончания этой войны на адекватных условиях. Но понятное дело, что на Западе, особенно если смотреть на ситуацию в ряде стран, таких как Германия, все-таки есть политическая целесообразность стимулировать Киев к более активным действиям дипломатического характера. Очевидно, что вот в Германии, когда в начале месяца были выборы в двух восточных землях, где альтернатива для Германии и сила Сары Вагенкнехт получили сногсшибательный результат, и это крайне расстроило нынешнего канцлера Олафа Шольца. Понятное дело, что соответствующие события и результаты, они, по крайней мере, тактически повлияли и на его позицию с желанием все-таки ускорить достижение мира. Хотя его публичные слова показывают, что все равно он следует украинскому треку, украинским рамкам, которые все-таки установил Киев.
Но, тем не менее, понятно, что дискуссии продолжаются. Они продолжаются не только среди стран Запада, они продолжаются среди представителей глобального юга. Мы видим ряд передвижений в рамках челночной дипломатии. Это и когда катаются советники по вопросам безопасности к лидерам стран. Это когда встречаются министры иностранных дел, когда встречаются лидеры государств. Сейчас все эти встречи направлены одному. Все-таки ускорение начала реальных переговоров. Но опять-таки Российская Федерация здесь пытается внести свои серьезные коррективы. Я это называю как игра в подкидного дурака, где Российская Федерация пытается сейчас давление на саму Москву фактически перебросить на давление непосредственно на нынешнюю киевскую власть. Поэтому борьба на уровне дипломатии продолжается, она усиливается результатами непосредственно на поле боя. Но я думаю, что действительно в эти 3 месяца, которые мы сейчас имеем, осени, все-таки будет фактически программироваться дальнейшая судьба, либо это уже четкий выход на прямые переговоры, либо это все же подготовка к продолжению кампании в течение 25-го. Международный саммит Крымской платформы официально стартовал. Это уже 4-я встреча в таком формате. Ми боремося за відновлення справедливості, за можливість для кожного кримчанина повернутися додому, у свій дім, у свій Крим, вільний від Росії та страху. І ми впевнені, що Крим буде вільним, і це наше спільне завдання, і весь світ сьогодні разом з Україною в цій боротьбі. Пам'ять змушує нас діяти. І план формули миру – це і план повернення Криму, це план відновлення прав кримсько-татарського народу, прав українців та всіх, хто живе на цій землі. Есть ли на самом деле какой-то более-менее четкий план по возврату Крыма у Украины, или президент делает формальные заявления? Мы поговорили об этом с Игорем Чаленко. В любом случае освобождение Крыма, как и других временно оккупированных территорий, приближается. Вопрос исключительно в срочности этого вопроса и насколько есть сегодня силы реализовать либо силовой сценарий, либо дипломатический, либо комплексный сценарий. И очевидно, что тема Крыма остается слабым местом непосредственно кремлевской власти. И понятно, что Киев пытается использовать, во-первых, эту карту для как можно быстрого завершения войны в широкомасштабном измерении, но в то же время есть понимание, что Крымская платформа как формат действительно может в дальнесрочной перспективе стать одним из важнейших рычагов возврата полуострова под контроль Украины. Хотя, конечно же, из того, что выходит неофициально в средства массовой информации и, в общем, в социальные сети, конечно же, тема Крыма, она стоит довольно остро, и все равно это тот элемент пазла завершения войны, которого действительно не хватает. Но я думаю, что все равно Украина, она не будет отходить от своих стратегических целей, возврата под свой контроль всех оккупированных территорий. Единственное, опять-таки, можно вспомнить слова того же президента Украины Зеленского, который четко дает понять, что Украина не будет освобождать Крым исключительно военным путем, поскольку на кон будет стоять громадное количество жизней и наших солдат, и, в общем, необходимо искать другой, более тяжелый путь, но который поможет сберечь жизни украинцев.
И в этой ситуации, опять-таки, нужно понимать, что смена определенной тактики не означает смены стратегии. И стратегия остается единой. Возврат под контроль Украины всех земель в границах 1991 года. Президент Турции сделал заявление относительно оккупированного Крыма, в который раз подчеркивая, чьим на самом деле является полуостров. Боль от трагедии, пережитой нашими потомками, крымскими татарами, турками, которые были насильственно изгнаны со своей родины, не утихает вот уже 80 лет. Аннексия Крыма, против которой выступает Турция и которую она не признавала с самого первого дня, усугубила их страдания. Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины остается неизменной. Возвращение Крыма Украине – это требование международного права. Обеспечение безопасности и благополучия наших крымско-татарских потомков, коренных народов Крыма, также входит в число приоритетов нашей внешней политики. Мы ожидаем, что все наши крымско-татарские потомки как можно скорее обретут свободу. Tatar Türklerini